Привет-привет всем любителям рукоделия. Меня зовут Надя, и вы на моем канале о вязании. В этом видео мы снова будем вязать обалденную шапочку-крючком. Смотрите, на этот раз у этой шапочки будет вот такая фактурная рельефная поверхность, но в то же время эта шапка связана точно так же, как и предыдущие, поворотными рядами от края шапки к макушке, и в конце полотно просто сшивается. И также в этом видео я покажу вам снова, как сшить эту шапку без шва. Видите, здесь все, как всегда, идеально. То есть будем сшивать уже не просто соединительные столбики, бесшовно и незаметно, повторяя траекторию нити в вязании, мы еще и вот этот узор тоже сошьем бесшовно и незаметно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомлений о выходе новых видео. У меня всегда очень много находок и каких-то ноу-хау в вязании. И давайте начинать. Для вязания этой шапочки мне потребуется снова 100 грамм пряжи. Семеновская Арина, полушерсть, полуакрил, 100 грамм, 123 метра. Пряжа мне нравится, она не колючая, ведет себя неплохо, и шапочки из нее тоже получаются довольно уютные. Крючок для этой пряжи я беру 7 миллиметров. Также для бесшовного сшивания мне потребуется 2 контрастные нитки. Шапочку я буду делать на размер 55-56, может быть 57 сантиметров. У меня довольно небольшой размер головы, но вы на свой размер, если у вас, допустим, больше, либо у вас высокая голова, высокий лоб, можете вот в этом случае набрать большее число петель. Я наберу 30, если у вас высокий лоб, точнее, можно набрать 32. Можно, конечно, набрать и еще больше петель, только я боюсь, вам уже одного мотка тогда не хватит, потому что этот узор, который мы будем вязать, он все-таки довольно-таки хорошо кушает пряжу, хотя сама шапочка без отворота. Итак, я набираю контрастной ниткой крючком номер 7 30 воздушных петель. Вот это будет высота шапки от макушки до ее открытого края. Сначала вам покажется, что это довольно какая-то получается длинная шапка, колпак. Но на самом деле нет. Цепочка из воздушных петель, она всегда шире, чем вязка потом по ней. То есть в итоге шапочка будет все-таки меньшего размера. Первый ряд основным цветом. Воздушная петля подъема. Вкалываю крючок во второе звено от крючка. И делаю соединительный столбик. Дальше начинаю вязать этот первый ряд уже узором. Делаю накид на крючке, вкалываю опять в следующее звено, вывожу петлю, 1, 2, 3 петли на крючке, их провязываю вместе. Это называется полустолбик с накидом. И чередую соединительная петля, полустолбик с накидом, опять соединительная петля, полустолбик с накидом. Работаю так до последних 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть вот до сюда я работаю этим узором. Дошла я до последних 6 петель. Последняя петля в узоре — это полустолбик с накидом. И дальше перехожу на вязание обычных соединительных петель, точно так же за дальнюю дужку. Эта часть, это будет резиночка у шапки. 2, 3, 4, 5, 6. Вы можете сделать ее больше, то есть связать в этой части больше петель, можете сделать меньше, допустим 4 петли, да, это все на ваше усмотрение. Мне вот понравился вариант, когда здесь 6 соединительных петель. Это был первый ряд. Дальше будет второй ряд. Воздушная петля подъема, поворот, за дальнюю дужку, вкалываю крючок и вяжу соединительными петлями. Этот ряд полностью будет вязаться просто соединительными петлями, а вся шапка вяжется
петлями за дальнюю дужку. То есть, если вы заметили, в первом ряду все петли вязались за дальнюю дужку, и во втором ряду все петли тоже будут вязаться за дальнюю дужку, как и во всех последующих рядах. Этот ряд будет укороченный, он будет начинать формировать макушку. Макушка в этой шапке вяжется не клинями, но в ней будет раппорт. Раппорт – это определенная последовательность рядов либо петель. В моем случае это будут ряды, я буду повторять ряды. Вот второй ряд, не дохожу до конца шапки 4 петли. То есть это будет 26 соединительных петель. Провязала 26 соединительных петель, 4 осталось, и дальше третий ряд. Третий ряд это опять будет узор. Воздушная петля подъема, поворот. Да, видите, нечетные ряды вяжутся по изнаночной стороне, а четные ряды вяжутся по лицевой. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и делаю соединительную петлю. Дальше в следующее звено делаю полустолбик с накидом, соединительная, полустолбик с накидом и чередую так опять до последних 6 петель, то есть вот до резиночки. Соединительная, полустолбик с накидом. Дошла до последних 6 петель, и здесь вяжу за дальнюю дужку соединительные петли. Их будет 6 штук. 3, 4, 5, 6. Это был третий ряд. Четвертый ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И четвертый ряд будет провязывать все эти ряды полностью. То есть вот этот укороченный он довяжет и довяжет шапку до макушки. Снова вяжу за дальнюю дужку соединительные петли. Да? Лицевой ряд, он же четный ряд, он вяжется просто соединительными петлями без узора. Здесь будет 30 соединительных петель до конца ряда. Итак, дохожу до первой ступеньки. Как я здесь вяжу? Предпоследняя соединительная. И вот смотрите, куда делается последняя соединительная. От ступеньки остается всегда вот такая вот пимпочка. В данном случае я вкалываю крючок в эту пимпочку, потому что мне на лицевой стороне эти пимпочки в этом узоре не нужны. Вот я вколола. И дальше вкалываю крючок в нижний ряд за дальнюю дужку, в звено, да, и делаю соединительную петлю через все эти петли. Таким образом, пимпочка удлиняется и как бы прибивается, прикрепляется к предыдущему ряду. И здесь никаких вот этих вот выпуклостей не будет. Это было 1, еще 3 надо, да? 2, 3, 4. Вот, 30 петель провязано, ряд провязан до конца. Это был четвертый ряд. И дальше пятый ряд. Воздушная петля подъема, поворот за дальнюю дужку. Начинаю с соединительной петли, а затем полустолбик с накидом и чередую. Соединительная, полустолбик до последних 6 петель в этом ряду. Здесь уже начала оформляться резиночка, ее хорошо видно, вот до сюда. Дошла до последних 6 петель и здесь начинаю вязать соединительные. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И дальше следующий ряд, это будет 6. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка работаю просто соединительными петлями. Здесь будет 30 соединительных петель до конца ряда. 6 ряд на этом закончил. Провязала я 6 рядов. Это и будет раппорт в этой шапке. Дальше будет 7 ряд. 7 ряд, он будет идентичен первому. И, соответственно, нужно просто вернуться к первому ряду и повторять с 1 по 6 ряд. Контрастная нитка в счет повторений не входит. Ее повторять не надо. Она вообще как бы служит только для сшивания этого ряда. То есть 7 ряд будет равен 1, 8 ряд будет равен 2, 9 ряд будет равен 3 и так далее. Повторяем с 1 по 6 ряд. Покажу вам готовую шапку и макушку готовой шапки, как она будет выглядеть. Вот идет коса,
И вот идет тоже коса. Как мы видим, эти косы полные. А вот укороченная коса. И мы видим 2 полных косы укороченные. Это 6 рядов, соответственно. 2 полных укороченных. Единственное, что для удобства сшивания я разбила раппорт таким образом. Полная коса, укороченная, полная. Ну, потому что полные ряды сшивать удобнее, чем укороченные, да? То есть вот что нам нужно добиться. И таких кос, вот если я посчитаю вот эту резиночку, будет 33. То есть повторять с 1 по 6 ряд нужно 11 раз. Соответственно, если у вас какой-то другой размер головы, больше или меньше, то меньшее число раз. Давайте закрепим этот материал на практике. Делаю 7 ряд, который аналогичен первому. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка делаю соединительный столбик, полустолбик с накидом. Да? Соединительный, полустолбик с накидом. Соединительный. И работаю так до последних 6 петель. Дохожу до последних 6 петель и здесь делаю соединительные петли для резиночки. Это был 7 ряд, который равен первому. 8 ряд, соответственно, равен второму. Это воздушная петля подъема, поворот. И вяжу соединительными столбиками за дальнюю дужку. И здесь не довязываю снова 4 петли. 4 петли не довязала. 9 ряд аналогичен третьему. И снова воздушная петля, соединительный столбик, полустолбик с накидом. Чередую так до последних 6 петель в этом ряду. Дохожу до резинки и здесь вяжу 6 соединительных петель за дальнюю дужку. Это был 9 ряд. 10 ряд снова вяжется полностью по лицевой стороне. Соответственно, здесь все петли — это соединительные петли за дальнюю дужку. И здесь буду довязывать этот ряд до конца и, соответственно, провязывать ступенечку из предыдущего ряда. Это будет 10 ряд. Дохожу до конца ступенечки. Раз, два. Не забываю вот здесь подцепить пимпочку. Вот она. И сразу в нижний ряд. Раз, два, три, 4. Это был 10 ряд. Ну и дальше 11 ряд опять полностью, 12 ряд полностью. И снова возвращаемся к первому ряду и повторяем вот этот вот раппорт на нужную высоту. Довязала я шапку до конца. Смотрите, у меня 11 повторений. В 11 повторении я не делаю самый последний ряд вот в эту сторону. То есть 6 ряд в 11 повторении пока не вяжу. Этот ряд будет стыковать детали шапки, и, соответственно, он будет делаться иголкой. Здесь оставляю от рабочей нити хвостик 2 метра. Этой длины хвостика должно хватить для того, чтобы сшить этот ряд. Снова беру контрастную нитку, на этот раз красная. И последний ряд проложу контрастной ниткой. Контрастная нитка здесь нужна для подсказки. Я много раз показывала этот шов, и вот покажу вам еще раз, как он делается. В конце ряда вяжу последний ряд контрастной ниткой для того, чтобы просто понять, как нить проходит в вязании, траекторию этой нити. Здесь точно так же соединительные столбики, потому что основной ряд был бы связан соединительными столбиками, соответственно, контрастной ниткой вяжу именно так. Соединительные столбики до конца ряда. 30 соединительных столбиков. Вот, проложила я ряд из контрастной нити. Дальше буду сшивать это изделие. Располагаю деталь вот так. Наборная контрастная нитка у меня была зеленая. Ее располагаю к себе. Заканчивающаяся контрастная нитка была красной. Ее располагаю дальше от себя. Соответственно, вот это изнаночная сторона, а лицо шапки оно внутри. Наборный хвостик лежит с левой руки, а конечный хвостик, тот, которым мы сейчас будем сшивать, он лежит с правой руки. И когда я проложу вот этот вот ряд, эти две нити сойдутся в одной точке. Вязание замкнется, круг тоже замкнется.
Беру вот такую вот иголку с толстым ушком, у меня это Knit Pro, и начинаю сшивать. Здесь сначала в бежевую петлю пропускаю иголку, вытягиваю, и затем перехожу вот на этот край. Смотрю, как проходят нити зеленые. Они показывают траекторию основной нитки. Вот зеленая нить цепляет вот эти две петельки. 100 раз показывала. Если я вам уже надоела с этим швом, то я не знаю, что вам делать. Пишите об этом в комментариях. Подтягиваю. Дальше возвращаю иголку в воздушную петлю. Вот она. Подтягиваю. На противоположной стороне вывожу иголку в следующую кромочную. И завожу в петлю, которая только что образовалась. Вывожу ниточку. Вот так. Теперь снова цепляю две ниточки, которые обхватывает зеленая нитка. В петлю, в кромочную. В кромочную, в петлю. Обхватываю две ниточки, которые обхватывает зеленая нитка. В петлю, в кромочную. В кромочную, в петлю. Обхватываю две ниточки. В петлю, в кромочную. Подтягиваю. В кромочную, в петлю. Здесь нужно стараться еще соблюсти плотность, с которой вы вязали, чтобы было не рыхло, чтобы было не туго, чтобы шов слился с самим вязанием. Итак, первые 6 петель это резинка, то есть это обычные были столбики, соединительные столбики. Их я уже миллион раз показывала, как сшивать. Дальше будет чуть сложнее, когда начнется узор. Но у нас есть зеленая нитка, она всегда будет подсказкой. Так. Итак, вот я дохожу до узора. Видите, здесь немножко петли начинают выбиваться. И дальше я смотрю, как идет зеленая нитка. Теперь она захватывает вот две ниточки, которые она захватывает. Это, видимо, уже был соединительный. Не соединительный столбик, а полустолбик с накидом, да? Чуть-чуть. Рельеф меняется у ниток. Так, в петлю, в кромочную. На противоположной стороне, на красной, там все так и остается. Меняется только вот на зеленый. Здесь смотрю, вот они опять две ниточки, которые захватывает зеленая нить. И их и прошиваю. В петлю, в кромочную. Так. Опять в петлю, в кромочную. Опять смотрю, вот они две ниточки, оп и оп. И прошиваю их. Шовчик простой получается. Главное понять, что контрастные нитки будут подсказывать траекторию сшивания. И все. Больше ни для чего они не нужны. Так, в петлю, в кромочную. И опять две ниточки, вот они. Ну, я надеюсь, что этот момент понятен. Я работаю так до конца ряда. Здесь я специально сместила так раппорт, чтобы ряд закончился, чтобы ряд начинался целым рядом и закончился целым рядом, не укорочен, чтобы было просто проще сшивать. Сшиваю
до конца ряда, встречаемся там, покажу вам, как стянуть макушку. Подхожу к финальным петлям. Вот 2 ниточки на зеленой части. Так, то же самое в петлю, в кромку, подтягиваю. Теперь в кромку, в петлю, подтягиваю. И вот последние 2 ниточки. Вот я их снова цепляю. Так, в петлю, в кромку. И все. И дальше вот эти 2 хвостика, видите, они приходятся в одну точку. И сейчас, если я их свяжу, и вы посмотрите на петлю, которую они образуют, это просто, видите, воздушная петля. И вот я сейчас свяжу, будет задняя перемычка этой воздушной петли. Фактически мы провязали ряд иголкой. Но этот ряд, он был стыковочный. Так, завязываю здесь на узелочек. Контрастные ниточки удаляю. Красная контрастная ниточка у меня легко удаляется. Вот, а зеленая удаляется аккуратненько, шаг за шагом, петля за петлей. Тоже показывала уже много раз. Думаю, вы все уже это знаете. Вот так аккуратненько удаляю зеленую нитку. Я ее не разрезаю, но я боюсь что-нибудь нужное отрезать. На мой взгляд, проще вот так вот удалить. Здесь, видите, рисунок меняется, но все равно не бойтесь, ниточку удаляйте. Ничего здесь не полетит, не поплывет. Здесь все прошито. Если вы прошили точно так же, как я, то все нужные ниточки вы прошили, все подцепили. И вот он, рисунок начинает складываться. Что вот этот вот такой рифленый столбик, что вот здесь вот. В общем, удаляю эту нитку и затем стягиваю макушку. Нитки удалила я. Прячу вот хвостик. Маленький у меня. Совсем просто вдоль косички. С изнаночной стороны, естественно. Ну и второй хвостик провожу вдоль вот этой косички. Так. Дальше снова беру еще одну нитку, точно такого же цвета. И теперь я стягиваю макушку. Видите, у меня даже красная нить немножко оставила пух, но ничего страшного, это все уберется. Поэтому, если будете брать контрастные нитки, берите их лучше похожими на основные. Не берите красные. Итак, вставляю в одну пимпочку в краевую вот эту вот ниточку еще. Ну, наверное, здесь сантиметров 30 отрезаю, да. Одну пропускаю, в следующую пимпочку вставляю. Заметьте, шапка у меня сейчас вывернута на изнаночную сторону. Следующую. То есть вставляю через одну пимпочку для того, чтобы стянуть макушку. Так. И работаю так по периметру. Всего этих пимпочек у меня 22. У меня будет четное количество. Здесь, в принципе, может быть любое. Но если вы работаете опять по моему мастер-классу, у вас должно тоже получиться четное количество краевых пимпочек. Дохожу до конца ряда, подтягиваю немножко, ну так, чтобы ничего не стянулось. Рано пока стягивать. И в последнюю, вот, теперь начинаю второй круг затягивать в последнюю пимпочку. И перехожу на второй круг. То есть здесь я стягиваю те пимпочки, которые в прошлом круге я оставила. Ну, снова работаю через одну. Такой способ идеально подходит, если у вас широкая макушка и очень большое количество полотна надо стянуть. Лучше стянуть в 2 круга. Стянется идеально и никаких отверстий не оставит. Если все стянуть сразу, будет вот такая вот дырища на макушке. Как бы зачем она нам нужна? Да? Она нам не нужна. Зашивать эту дырку, но это будет не так красиво. Я часто вижу видео, в которых предлагается зашить потом вот эту же иголку взять и вот так вот работать через край. Но все это приходится маскировать помпоном. Я помпоны не люблю. Я считаю, что это убийство животных ради непонятно чего. Поэтому вот делаем 2 круга ниткой для того, чтобы стянуть макушку без всяких отверстий. Красиво, аккуратно и обходиться без
помпона. Так, дохожу до хвостика первого. Вот он. Первый хвостик, вот второй. Они приходят почти в одну точку. Тяну за один хвостик, тяну за второй. И снова тяну за один хвостик, стягивается нижний круг. Вот, прям видно. Оп. А теперь стянем верхний круг. Тяну за другой хвостик. Снова тяну за один хвостик и за второй. И в конце просто завязываю эти две нитки на такой вот прочный узел. Все. Смотрите, как стянулась макушка. Полотно здесь было довольно толстое. Это изнанка. Эти два хвостика снова прячу в косички. И сейчас выверну шапку на лицо и все вам покажу. И вот как плотно стягивается макушка по лицу. Смотрите. Вот она сама шапочка. Все, шапка на этом готова. Резинка, основной узор и очень простая макушка. Здесь даже вот за этой стянутой макушкой укороченных рядов-то и не видно. Где проходит этот шов? Сейчас я вам его найду. Вот он. Он красненький у меня пока светится. Да? Вот шов. Смотрите. Вот так сшивается этот узор. Снова бесшовно. Красиво. Если еще постирать, то он совсем складится. Здесь, возможно, плотность пока у ниточки чуть-чуть выдает этот шов. Ну и то, что красная нитка была у меня в качестве контрастной нити. Ну вот он, этот шов. И вот такая вот милая шапочка бини из одного моточка пряжи. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, ставьте свои лайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео мастер-классы. Кстати, изнанка шапки вот так выглядит. Спасибо большое за внимание. Пока-пока.